Прологом о звездной мечте начинаем мы этот рассказ. Там, в небесной глубине, человек-земли стал первым человеком космоса. Одно небо над всеми нами, один наш дом, наша планета. Для всех нас, людей Земли, совершаются подвиги в небе. Первый космонавт, брат ваш, он такой же, как ты. Он твой соотечественник. Но и ты гордишься им. И ты. Пусть мы по-разному живем и по-разному думаем. Пусть небо представляется ему не таким, каким видит она. Пусть свои любимые города указывают нас. Свои поиски прекрасны, свои мечты. Но есть мечты всего человечества о мире и счастье для всех. О том, что наши дети полетят к звездам с планеты, забывшей о войнах, насилии и смятении. Давать тайну себе. Это для меня одно из величайших дел человека. Сегодня мы видим далекие миры. Завтра мы будем там. Звездная мечта человечества. Может, ее знал Вавилон, уже тысячелетия лежащий в развале. Здесь, с высоты башен, достигался светил небесных вход. Первые звездные карты Египта, королевских пирамид. Несчетные века пронеслись с тех пор, и мысль человека устремилась за пределы земли. Жюль Верн увлек свое поколение идеей заманчивой и наивной, из пушки на Луну. Но в старом фильме «Аэлита», снятом вскоре после гражданской войны и разрухи, мы мечтали уже о ракете. Именно о ракете. О том, что она унесет советского человека первым в космос. Четверть века назад нам казалось, что звездная наша мечта осуществится, может быть, в отца. Все последние годы мы жили предчувствием великого космического полета. Мы спрашивали себя, скоро ли, когда же?
как шаг. И вот свершилось. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня сенаторы со всего света. Emmanuel cosmonaute Gagarin de Moscou dans un instant va rencontrer 就在你们的国家里还能实现宇宙卫星的一个英雄加加林，祝贺你苏联人民很美国。Юрий Гагарин is in Moscow. It was planned by the King of God. Emmanuel cosmonaute Gagarin de Moscou dans un instant va rencontrer Nicolas Jackson. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Дорогие товарищи, дорогие друзья, граждане всего мира, я обращаюсь к вам с чувством великой радости и гордости. Впервые в истории человек планеты Земля, наш советский человек на корабле, созданном руками советских ученых, рабочих, техников и инженеров, вырвался в космические выси и совершил первый беспримерный рейс
звездам. Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина. Мы восхищаемся учеными, инженерами, техниками и рабочими, которые вложили свой разум и сердце и создание этого корабля и его изумительный полет. Сейчас, когда советская наука и техника продемонстрировали высшее достижение научного и технического прогресса, мы не можем не обратиться к истории нашей Родины. Мы не были Иванами, не помнящими родства. Все лучшее, что было создано передовыми людьми нашей страны, мы использовали на благо народа. Мы не можем не вспомнить имени русского ученого-революционера Кибальчича, мечтавшего о полетах в космос, которого казнило царское правительство. Кибальчич. Мы вспоминаем Петербург последних десятилетий прошлого века. Петропавловская крепость. Сюда заточили его. На камеры смертника он начертил реактивный летательный аппарат. Узник не знал, что жандармы утаят от мира все его записи об этом открытии. Кибальчич мужественно встретил смертный час. Он верил, что человечество построит, непременно построит реактивные летательные машины. Да, мы не Иваны, не помнящие родства. Мы обнажаем головы у этого калужского домика, где в глубине России великий Циолковский теоретически рассчитал верный звездный путь ракетных кораблей. Человечество, говорил он, не останется вечно на земле. Ученый-мечтатель провидел, как шаг за шагом оно будет завоевывать все околосолнечное пространство. Полет космического корабля «Восток» — это, так сказать, первая советская ласточка в космосе. Она летела к небу вслед за многими нашими спутниками и кораблями. Мы будем продолжать эту работу и впредь. Все новые и новые советские люди по неизвестным маршрутам полетят в космос, будут изучать его, раскрывать и дальше тайны природы и ставить их на службу человеку, на службу миру. Мы подчеркиваем, на службу миру. Гений Ленина освещает наш путь к коммунизму, вдохновляет нас на новые подвиги во имя мира и счастья всего человечества. На площади, где народ, строящий жизнь по Ленину, славит первого космонавта, Владимир Ильич напутствовал первых наших летчиков. Над Красной площадью проплывали и первые наши дирижабли. Их строили на трудовые копейки, собранные народом. И смотрите, заслоняет небо оболочка стратосферы. Уже заняли места в гондоле смелые люди, дерзнувшие поднять потолок мира на 2 десятка километров. Крылатое племя штурмовало Арктику. На Северном полюсе была высажена научная экспедиция. Дальше, впервые через полюс без посадки, в Америку. Пункт салюта за океаном слился с песнями на путь, кричавший Валерия Чкалова. Крылатое племя рвалось в неоглядной дали, неведомые выезды. И кто же, как не летчик, должен был стать первым космонавтом? Творцы космических кораблей — Ленинская партия, народ.
полюбившийся нам. И мы покинем теперь ликующую площадь, чтобы побольше узнать о нем, о его корабле. Кто же он? Я обыкновенный русский человек. Таких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Родился на истинно русской земле, в Джатском районе на Смоленщине. В эту рощу бегал он босоногим ножом. Ой, родная, отцовская, что на свете одна, сторона Приднепровская, Смоленская сторона. Юрию было 7 лет, когда на Смоленщину хлынули Питер. Из разоренной деревни семья перебралась в Жак. Под этой крышей жили, как все те годы, сурово, без особого достатка. Сын колхозницы, вновь путиловского рабочего, Юрий после Гжатской школы решил пойти в ремесленное училище. Он стал формовщиком-литейщиком. Оттуда в индустриальный техникум на Волгу, в Саратов. И здесь давняя мечта привела его на летное поле аэроклуба. Такой же взволнованный, счастливый, повел он учебную машину в пост. И понял Юрий Гагарин, вот оно, настоящее его призвание. Деталь. Деталь. Путевка Саратовского аэроклуба и Гагарин в знаменитой Оренбургской школе мастеров легкого дела. Анатолий Колосов учил его так же, как учит сегодня, может быть, будущий Гагарин. В 1957-м Гагарин блестяще окончил училище. То был год первого спутника. После запуска первого спутника у меня появилась мечта. Но, может быть, когда-нибудь я стану космическим путешественником. Когда-нибудь, возможно, поведу космический корабль в просторы Вселенной. И, очевидно, с тех пор и заболел этой космической болезнью. Первая наша ракета с жидкостным двигателем взлетела в 1933 году. Это уже история. Но и он стал историей, первый наш спутник, которым мы встречались в мире. Он был разведчиком пути в космос для человека. Второй унес бесконечно далеко от Земли живое существо — Лайка. Несколько радиосигналов передавали биение ее сердца. Она жила вне Земли, но тогда еще не был возможен возврат оттуда. Летающая лаборатория третьего спутника сообщила о важных открытиях в мире космических лучей и метеоритных потоков. Конструкторская мысль заглядывала далеко вперед, от спутников Земли к космическим ракетам,
спутникам Солнца, космическим кораблям. Конечно, не только здесь плавили металл, и ни одна автоматическая линия превращала его в нужную деталь. Индустрия Смилецких приняла заказ на небесные тела. Машины, способные непостижимо быстро обрабатывать донесения электронного мозга мчащихся ракет, принимать решения и передавать в космос команды, помогли сделать эти тела управляемыми. Земля училась защищать будущих звездоплавателей и от опасных излучений. Космос и мир атомов. Да. Возле советского синхротизатрона спокойно работали ученые. А ведь в нем разгоняют протоны с энергией миллиарды электрон-вольт, свойственной некоторым частицам первичных космических излучений. Объединенный фронт науки и техники готовил новое наступление. И вот помчались к Луне многоступенчатые ракеты. Впервые были достигнуты скорости, нужные для межпланетных полетов. Лунник унес вечной спутнице Земли первый подарок. Советский вымпел. Автоматическая межпланетная станция с фототелевизионной и радиотехнической аппаратурой сфотографировала невидимую сторону Луны и передала снимки Земле. Именно в те дни, когда Луна открыла свою извечную тайну, служивший на северной границе летчик Гагарин подал рапорт. Он попал в поток писем и заявлений. Космосом болели уже не сотни, тысячи. Начался отбор. Прежде всего, идеальное здоровье. Выясняет приспособляемость организма к любым условиям. Сосредоточенное внимание. Упражнение на быстроту и точность. Он решает задачи. И в те секунды, когда глаз ищет нужные цифры, магнитофон подсказывает совсем другие. 11, 9, 7, 17, 12, 9, 7, 21, 15, 10, 11, 13, 18, 23. 11, 9, 5, 7. Кто не любит качели? Но когда качание затягивается, нет, он так не полетит. Шлем с датчиками. Они передают приборам малейшие изменения в организме человека. На этот раз его трясут вибросредства. Ведь при взлете и наборе скорости корабля тоже будет вибрация. Барокамера.
барокамеры начинает выкачивать воду. Создают условия, как при подъеме стратосферы. От датчиков с прибором самописка. Выше. Выше. Ритм сердца. Все труднее дышать. Почти 14 километров. Быстро! О том, что происходило дальше, расскажет нам этот дневник. Из самых здоровых отобраны идеально здоровые. Гагарин. Так тренирует, пожалуй, лишь спортсменов-многоборцев перед спартакиадой. Они должны безупречно управлять своим телом в пространстве. Они должны приземляться и приводняться с искусством мастеров парашютного спорта. Астрономия, геофизика, ракетная и космическая техника. Земля-то в деле разума, говорили Циолков, но нельзя вечно жить в колыбели. Сурдо-барокамера. Нет тишины. Ведь космос беззвучен. Но тренированного космонавта не сломит одиночество и его гнетущим безмолвием, если корабль даже потеряет связь с землей. После долгих недель привычный мир. Этот худощавый человек через несколько минут будет весить 4 тонны, даже больше.
Когда ракета набирает чудовищную скорость, космонавта придавливает неимоверная тяжесть перегруза. Центрифуга приучает к этим перегрузкам. Кровь как ртуть. Дети налиты свинцом. Невесомость. Она возникает, как только корабль выйдет на космическую магистраль орбиты и смолкнут двигатели. Это фантастическое состояние создается ненадолго из самолетов, взмывающих по крутой пути. Дневник заключает кадры проверочных испытаний, когда оценивается предельная сжатость точных трасс и безупречная отработанность кассовых движений. Наконец, дружеская встреча у главного маршала авиации Вершинина. Август 60-го года. Канун старта космического корабля предшественника Востока. Он возьмет тончайшую аппаратуру, которая проверит надежность и защиту от космической радиации. На борт берут представителей земной жизни, вид бактерий, насекомых, зер, растений. Еще пассажиры. Радиотелеметрическая аппаратура будет рассказывать обо всем, что произойдет с ними в полете. Узнаете? Белку и стрелку тренировали около года. Приучали к перегрузкам, космической одежде, датчикам, к ограниченности движений, к автоматической кормушке с клейкой питательной смесью, которая не выпадет при невесомости. Итак, пережен своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю. В этом виде уже мог бы подниматься на корабль космонавт, но мы хотели проверить все еще и еще раз. 17 веков вокруг планеты и контейнер на Земле. Он точно приземлился там, где его ждали. И как радостно было встретить путешественниц целыми, невредимыми, жадно вдыхающими земные запахи. На пресс-конференции журналисты узнали, что небывалый биологический опыт увенчался полным успехом и приблизил час полета человека. А человека еще и не знает, что именно ему суждено стать первым. Очень простой человек, с простыми земными радостями. Но прямо из детства он уезжает туда, где идут последние приготовления. Центрифуга начинает бег.
кто-либо из его друзей, но скоро. Не только мы исследуем космос. Вся мощь американской техники и достижения науки давно объединились в попытках догнать нас, повторить наши опыты. Мы отдавали должное успехам американцев в запуске физических и космических ракет, интересно следили и за биологическими исследованиями. Шимпанзе М. Ракета с обезьяной не облетела ни разу вокруг Земли. Со скоростью 8000 км в час она понеслась вверх, подобно брошенному камню. Через 16 минут ее капсула упала в океан. Хэм выполнил примерно то, что предстояло потом сделать одному из этих смелых парней. Американская кинохроника об астронавтах. Их тренирует по программе Меркурий и запуск человека в космос. Слушайте, сегодня, в 1961 году, возможно, один из них станет первым человеком в космосе. Но стал один из них. Готовы все. Выбран Гагарин. Он перед государственной комиссией. Успешном исходе данного полета не сомневаюсь. Разрешите, товарищи, мне доверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание проложить первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. Миллионов лошадиных сил 6 двигателей корабля унесут космонавта. Его кабина — островок в космосе с земными условиями жизни, воздухом, давлением, температурой. Космонавт будет полулежать, так легче при перегрузках. Ручка управления ориентацией корабля. Пульт пилота. Глобус-автомат покажет, где летит восток. При спуске, когда корабль войдет в атмосферу, внешняя оболочка раскалится, но жаропрочные стекла иллюминаторов уцелеют в бушующем пламени. Глаз Земли — телевизионная камера. Здесь пища. Космические блюда в тюбиках, мясное пюре, джем, кофе. Надо выдавливать из них в рот, чтобы при невесомости не ловить обед под потолком. Последняя ночь. Он спит, человек Земли. Прекрасна ты, земля людей. В звездных полетах сыны твои будут грезить тобой, как в дальних странствиях грезят отчим домом. Колыбель разума, колыбель человечества.
Нельзя же вечно жить в колыбели. Человек искал, ищет и будет искать пути к далеким мирам. Этими путями, навстречу опасностям и победе, полетят люди. Люди беспокойные и смелые. Мировая наука ждет ответа. Может ли человек летать в космос? Надежны ли сложнейшие системы, защищающие его жизнь и здоровье? Можно ли работать в полете? Множество вопросов волнует мировую науку. Стартовой площадке космодрома Байконур. Космодром. Опасно? Да, опасно. Он первый всего человеческого рода за всю историю Земли. Никто не может поручиться, что полет космонавта не будет для него последним. К вершине ракеты. Во имя науки, во имя человечества, ради каждого из нас, ради вас, спокойно сидящих сейчас в зале. Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Мир еще не знает об этом. Все как всегда. А время отсчитывает последние секунды перед новой эрой. Подъем.
Пройдены плотные слои атмосферы. Он летит над Сибирью. Родина слышит. Родина знает. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Экраны телевизоров следят за ним. Вот он. Скорость корабля около 28 тысяч километров в час. Высота 300 километров. Космонавт, я Земля. Космонавт, я Земля. Земля, я космонавт. Самочувствие отличное. Продолжаю полет. Уже западное полушарие. Там ночь. Земля, я космонавт. Все работает нормально. Все работает нормально. Продолжаю полет. Космонавт, я Земля. Вас понял. Все отлично. Воздух и давление в кабине, как на земле. Можно открыть лицо. По программе и этот завтрак невесомости. Земля, я космонавт. Наблюдаю Землю. Различаю складки местности. Лес, реки, облака кучевые. Кругом все красиво. Красота. Он еще над Африкой, а его уже ждут в заданном районе посадки. Ждут на той земле у волжских разливов, над которой всего 6 лет назад Юрий Гагарин водил самолет Саратовского аэроклуба. Его видят в разных пунктах. Все работает отлично. Все работает отлично. На снижение. Снова перегрузки еще сильнее, чем при взлете. 1000-градусное пламя бушует вокруг раскаленной оболочки. Земле! Земле! 10 часов 55 минут московского времени советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Люди еще не знали, какой он. Партийный комиссар, врач. И первое сыновье слово Никите Сергеевичу, который так много сделал для развития нашей ракетной и космической техники, который знает по именам и по делам всех создателей космических кораблей.
Множество восторженных друзей, незнакомых и знакомых, тех, кто учил, помогал. Все научные задания выполнены. Он бодр и здоров. Человек может летать в космос. Весь мир хочет знать подробности о 108 минутах полета. На всех языках планеты Гагарин, космос, Советский Союз. Снова все вместе. Им важна каждая мелочь. Они тоже готовятся к полету. И да, скоро узнаем. Ждать придется недолго. Впереди ликующий аэродром, Красная площадь, трибуна Мавзолея. Вернемся к прерванному рассказу о незабываемом дне 14 апреля. Большой Кремлевский дворец. Наград. Орден Ленина, Золотая звезда Героя. Высшая из наград — признательность народа, признательность рабочих, ученым, конструкторам. Придет время, когда мы достигнем монумент и напишем славные имена тех, которые своим гением создали эту замечательную космическую машину. Распахнуты во вселенную дали. Они зовут новых звездных людей. За первой советской ласточкой парят другие.